Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам 3 простых рецепта замены рикотты. Они значительно дешевле рикотты, один из них имеет более низкую калорийность и высокое содержание белка. В конце видео я сравню их все по калорийности, цене и вкусу. Вы сможете выбрать именно то, что вам нужно. Все варианты можно использовать в качестве крема в ПП-тортах, в том числе и крема на покрытие. И вообще в любых рецептах вместо рикотты. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Для первого варианта нам нужно заморозить ряженку примерно на 2 суток, чтобы она полностью промерзла и затвердела. Для этого рецепта подойдет также кефир, но лично мне больше нравится вкус ряженки. Конечно, выбираем свежий, натуральный, вкусный продукт. У меня жирность 2,5%. Чем выше жирность, тем больше на выходе будет крема. Такую кривую форму пакеты имеют не случайно. Я их уложила так в морозилке, чтобы потом было проще укладывать их на сито. А сейчас нужно снять упаковку. Надрезаем край и вскрываем полностью. Перед разрезанием я дала им полежать при комнатной температуре около часа, чтобы упаковка легко снималась. Также нам понадобится большое сито и глубокая емкость. Их желательно обдать кипятком, чтобы наш процесс проходил в условиях, близких к стерильности. И застилаем стерильной марлей, сложенной в 3-4 слоя. Выкладываем нашу ряженку. Укрываем пищевой пленкой. И нам нужно всю эту конструкцию оставить при комнатной температуре примерно на 14 часов. По истечении 14 часов ряженка растаяла и разделилась на вот такой вот мягкий творожок и сыворотку. У вас этот процесс может проходить чуть дольше или быстрее. Смотрите, чтобы ряженка все еще была холодная, будто из холодильника, но не замороженная. Укрываем ее марлей и отправляем в таком виде в холодильник еще примерно на 8 часов, чтобы консистенция стала еще плотнее. Давайте посмотрим, как там наша ряженка через 8 часов. Видно, что она уже довольно густой консистенции, напоминает рикотту. Именно это нам и нужно. Давайте взвесим, сколько же получилось рикотты по весу. У меня 460 грамм. У вас может быть больше или меньше, это зависит от жирности и от самой ряженки. Этот крем очень легко сделать гладким. Достаточно просто промешать его лопаткой. Очень мягкий, приятный по консистенции крем. На вкус он очень нежный и приятный, вполне похож на рикотту, только имеет легкий привкус топленого молока. Можно добавить в него подсластитель, и уже получится сладкий нежный крем. Также можно добавить 30-50 грамм сухого молока, если хотите получить максимально сливочный вкус. Этот крем подойдет и в прослойку торта, и на покрытие. Смотрите, как хорошо он держит форму. А также можно заменять им рикотту в любом другом рецепте, например, в чизкейке или в заварном креме. Я посчитала для вас его калорийность. Этот крем получился калорийнее рикотты, которую покупаю я. В нем чуть больше жиров и углеводов. Хотя сорта рикотты в магазинах бывают тоже очень разные. По цене этот крем получается в 2,5 раза дешевле рикотты. Второй вариант замены рикотты – это крем на основе творога. Здесь выбрать хороший творог – это уже полдела. Самое главное, он должен быть вкусным, а еще достаточно мягким, чтобы его можно было измельчить без крупинок. И в идеале еще высокобелковым и обезжиренным. Итак, 450 грамм творога мы измельчаем блендером до однородности. Но слишком долго измельчать не стоит, он может стать слишком жидким. Вот такая пастообразная консистенция нам нужна. И сюда же добавляем 30 грамм йогурта. Тщательно перемешиваем с помощью блендера. Вот такая мягкая кремовая консистенция должна получиться. Этот крем тоже очень похож по консистенции на рикотту. Но по вкусу здесь больше творожной кислинки. Поэтому, когда вы заменяете в рецепте рикотту на такой крем, стоит добавить в 1,5 раза больше подсластителя.
Проверьте, если крем держится на лопатке, это показатель того, что его можно использовать для покрытия торта. Этот вариант замены рикотты получается наименее калорийным и наиболее белковым. На 100 грамм в этом креме 20 грамм белка. А это прекрасное качество для ПП ингредиента. По цене этот крем получается в 2 раза дешевле рикотты. Для третьего варианта, который я хочу вам сегодня показать, нам понадобится 900 грамм молока. У меня молоко с жирностью 2,5%. Чем больше жирность, тем больше рикотты получится на выходе. Вливаем в него 200 грамм кефира, у меня обезжиренный. Вместо кефира можно использовать йогурт. Тщательно размешиваем, чтобы ингредиенты соединились. Отправляем их на плиту и нагреваем до кипения. Постепенно вся масса разделяется на сыворотку и творожок. Помешивать ее не нужно. Дожидаемся кипения и снимаем с огня. И сейчас нам нужно собрать вот такую конструкцию. Глубокая емкость, сито и тканевая салфетка или марля. Выкладываем творожок. Как видите, его легко переложить, потому что неразмешанный творожок остается единым сгустком. Оставляем его примерно на 1 час, чтобы стекла лишняя жидкость. Через час творожок готов. Давайте его взвесим. У меня получилось 228 грамм. Вес, кстати, зависит не только от жирности исходных продуктов, но и от того, как долго у вас стекала сыворотка. Например, если вы хотите более плотный продукт, то можно оставить на 4-6 часов в холодильнике, и по весу он, конечно, будет меньше. Я стараюсь хорошо промешать наш творожок лопаткой, но он все равно остается крупинками. Хотя по плотности уже очень похож на рикотту, но все же для гладкости его нужно пробить блендером. Буквально 20 секунд, и творожок стал гладким и однородным. Давайте сравним консистенцию. Очень красивый, гладкий, блестящий. По консистенции, как рикотта, пробитая блендером, один в один. По вкусу этот крем мне нравится больше всех. Он очень близок к рикотте. Нежный вкус, без каких-либо намеков на кислинку творога. Единственное, он калорийнее других, в основном за счет жиров и углеводов. На лопатке держится, значит, и для покрытия торта подходит. По цене этот крем получается в 2,5 раза дешевле рикотты. Вот такие 3 варианта крема, которые могут заменить рикотту в ПП рецептах. Каждый по-своему хорош, у каждого свои особенности и способ приготовления. Вот сравнительная таблица их калорийности и цен. Я надеюсь, что теперь у вас не будет сложностей в вопросе замены рикотты. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!